Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим, какие сегодня нас ждут события и как это повлияет на финансовые и фондовые рынки. Так, сегодня по заявке по безработице США будут 15:30. Вот это событие, оно может очень существенно повлиять на рынки и на курсы валют. Это, пожалуй, главное событие, вокруг которого сегодня все будет сосредоточено. Но вот возвращаясь к той ситуации, которая сейчас происходит вокруг цен на нефть, что вот эти все события, они приведут к полному банкротству нефтяной отрасли США, которая завязана на добыче сланцев, что вот громкие заголовки, что Трамп проиграл войну и так далее и тому подобное. Много всяких других статей и мнений сейчас бытует о том, что это коварные планы России обанкротить американский сланец и потом вывести цену на нефть на $60 за баррель после того, как американская нефть загнется. Ну или вот что саудиты давно вынашивали коварные планы, как же расправиться со сланцем американским. У них это не получилось в 2016 году и в 2014 году. И вот сейчас они пытаются взять реванш и уничтожить американский сланец и стать повелителями нефти во всем мире. Но я думаю, что вот эти все нагнетания по поводу того, что там Россия хочет уничтожить американский сланец, саудиты, но это не более чем мнение. Тут как бы глобально проблема заключается в том, что переизбыток нефти и на фоне вот этой китайской заразы, которая еще дополнительно синициировала остановку экономики, идет падение спроса на нефть. Спрос падает, предложение падает мало, поэтому наблюдается обвал цен на нефть. Ну хорошо, допустим, если предположить, что сейчас начнут закрывать нефтяные месторождения, то есть перестанут добывать. Но не факт, что при этом извлекаемая прибыль общая, то есть выручка и чистая прибыль, то есть производимая нефть умножить на цену, что производители нефти окажутся в более выгодной ситуации. Поэтому, когда говорят, вот надо срочно начать закрывать нефтяные скважины для того, чтобы привести в соответствие спрос с предложением. Ну, эта мера, она не факт, что не приведет к более худшим последствиям. Потому что той же Америке, например, ей разморозить потом скважины сланцевые гораздо проще. Их там сверлится масса. И они в этом плане очень мобильны. В более тяжелой ситуации находится Саудовская Аравия. И Россия, она как бы вообще в самой-самой неблагоприятной ситуации в данном случае, потому что у России такие месторождения, что если их закрывать и перестать качать, то потом восстановление этой добычи будет очень дорогостоящим и очень напряженным. Помимо этого еще есть новая напасть — землетрясения в Соединенных Штатах. То есть в США начались землетрясения, и даже вот приводят цитаты из Библии о том, что начался апокалипсис. Там землетрясения, зараза и так далее. Все это признаки того, что конец света приходит. То есть, настроение в обществе очень сильно нагнетается в последнее время. Но вот на фоне всего этого продолжает накаляться ситуация в Ираке, Иране, в этом регионе. То есть там якобы угрожают американским военным со стороны Ирана. Это все может привести к поджиганию войны на Ближнем Востоке. То есть здесь вот как раз очень логический сценарий. Надо кого-то крупного или нескольких вывести из игры. Здесь вполне естественное решение напрашивается — это вывести из игры. Венесуэлу уже почти вывели, остался еще Иран. И вот как раз если Иран убрать с нефтяного рынка, то здесь, в общем-то, можно привести в соответствие спрос и предложение. Ну, на самом деле там еще кое-кого потребуется убирать. Но вот Иран, он во многом упростил бы эту задачу в части приведения спроса нефти с предложением. Но и текущая ситуация с карантином, она тяжелейшим образом ударила по экономике США. Вот приводится исследование, что ресторанный бизнес и многие другие бизнесы, они практически находятся в нокауте. Такая ситуация, она приведет к всплеску безработицы,
Ну и дальше маховик он начнет раскручиваться, как обычно в таких ситуациях при возникновении финансовых кризисов. То есть безработица, она сразу породит кризис платежеспособного спроса. Помимо этого параллельно закрытие предприятий будет идти. И все это приведет уже к финансовому кризису очень серьезному, который печатанием денег не будет решаем. Ну и вот данные аналитиков Сакса Банка о том, что текущий кризис он фактически выкосил сферу услуг, и данные по безработице будут очень непростыми и окажут негативное влияние на экономику и на фондовые рынки. Но и текущая ситуация, она очень негативно может повлиять на банки и приведет к банковскому кризису неплатежей между контрагентами, между банками. И все это может завалить банковский сектор как США, так и всего мира. Ну вот, предполагается, что во втором квартале будет минус 34% ВВП. То есть, если действительно такой прогноз оправдается, это для США будет крайне тяжелой ситуацией. Ну и все это выплеснется и перейдет на весь мир. Помимо всего прочего, другие страны тоже подвержены воздействию текущей ситуации с китайской заразой. То есть, кто-то карантин объявил, кто-то волей-неволей в этой схеме задействован. Ну, потому что нарушены все логистические цепочки. Люди либо на карантине сидят, либо на домашнюю работу перешли, то есть удаленно работают. Это сократило потребности в офисах, в топливе для того, чтобы люди добирались до работы. И поэтому мы видим вот все эти негативные последствия на примере наиболее чувствительного рынка, это нефть. То есть спрос на нефть катастрофически упал. Это говорит о том, что кризис в самом разгаре. И вот, конечно, падение на 34%, вот эта предварительная оценка, это огромнейший, тяжелейший удар по всему миру, ну и по США в том числе. То есть здесь, наверное, будут потрясения вот во втором квартале, в период с 1 апреля по 1 июля. Ну и все вот эти события, они, предполагается, вызовут взрывной рост безработицы в США до 15%. Это просто очень такой показатель критический. Ну и все это приведет к дальнейшему падению фондовых рынков и всевозможным неблагоприятным последствиям. И здесь, я думаю, мы действительно столкнемся с тем, что будет пилообразное движение. Провал, потом отскок, потом опять провал, потом еще отскок, и потом уже очень сильный провал. Вот. Но здесь то, что ФРС начал печатать деньги, вот эту ситуацию, скорее всего, не исправит кардинально. То есть будут какие-то отскоки, будут какие-то облегчения, но пока острая фаза кризиса не пройдет, а таких фаз может быть не одна, а две, то мы будем наблюдать массу негативных явлений. Ну и постоянно будет складываться фондовый рынок. Все будет падать, обрушаться. Ну вот в Америке новая проблема, это то, что с недвижимостью связано. Там достаточно широкий рынок сдачи в аренду квартир и коммерческой недвижимости. И вот на фоне падения экономики и спроса вот этот вот весь сектор недвижимости, он тоже начинает постепенно вызывать проблемы. Но и все ключевые показатели падают и находятся под очень сильным давлением в связи с сложившейся ситуацией. Вот. Но предполагается, что сейчас вот во втором начавшемся квартале будет минимум, существенное падение ВВП, обрушение всего, чего только возможно. И вот этот минимум, он может способствовать тому, что начнется постепенное оздоровление американской и мировой экономики. Процесс это будет крайне болезненный, неприятный. И как следствие этого, по логике вещей, если прогнозируют падение ВВП, мы должны увидеть еще новые минимумы по нефти. Независимо от договоренности между Трампом, саудитами и Россией. То есть здесь, я думаю, скорее всего, при таком развитии сценария, что прогнозирует сильнейшее падение ВВП во втором квартале, здесь просто автоматически будут
падать цены на энергоносители. Даже если цены искусственно сдержать, потребление схлопнется, и поэтому здесь лучше эту ситуацию, я думаю, пережить без излишних каких-то картельных сговоров, договоренностей, потому что в конечном счете все сводится к тому, что спрос и предложение, они все определяют. Все вот эти самые какие-то договоренности, накрутки, они приводят к перекосам, а с учетом того, что ситуация и так непростая, эти перекосы, они затруднят восстановление мировой экономики. Ну и ФРС США обеспокоена тем, что иностранные держатели американских казначейских бумаг продолжают их сбрасывать очень активно. Но тут как бы другим странам деваться некуда, нужен кэш, и поэтому американские трежерис активно распродают. Вот. ФРС пытается как-то с этой ситуацией справиться, но, на мой взгляд, если нужен кэш, живые деньги все равно будут распродавать, в том числе даже американские трежерис. Ну и вся эта текущая ситуация, падение ВВП, нарушение логистических цепочек, карантины, самоизоляции и прочее, аналитики Zero Hedge предрекают, что это приведет к массовым беспорядкам и гражданской войне. Как в США, так и по всему миру. Ну и вот, собственно говоря, один из факторов, который может дополнительно способствовать инициации банковского кризиса и тому, что банки начнут складываться, различные манипуляции с учетом, неучетом в балансе банков американских трежерейс. То есть сейчас как бы хотят сделать дополнительные послабления, и это должно способствовать облегчению положения банков и больше возможностей для кредитования. Но сейчас проблема заключается не в том, что у банков непростая ситуация, и они не знают, где бы взять средства, чтобы кредитовать, а в том, что упал платежеспособный спрос, и никому эти кредиты нафиг не нужны. То есть, вот это, скорее всего, послужит очередным витком к тому, что проблемы в банковской сфере, они в ближайшей перспективе могут усилиться, потому что здесь нужно вот эти послабления, с моей точки зрения, давать очень аккуратно. Потому что проблема текущая в банковском секторе США заключается не в том, что банкам нужно предоставлять больше резервов и больше возможностей, а в том, что падает, схлопывается спрос, и здесь уже ничего не поделаешь. Ну и вот, в общем-то, компания Airbnb, которая является агрегатором в аренде недвижимости, она ускорит крах на рынке недвижимости США, потому что они этот рынок заново раскачали и перекачали. Ну и вот сегодня новости, которые выходят по поводу, точнее макроэкономические данные по заявкам о безработице в США. Вот тут что-то вообще прогнозируют 6,5 миллионов. То есть там в районе 3 миллионов. Если как бы 6,5 миллионов выйдет, в 2 раза больше, чем обычно, чем предполагается, но это, конечно, вообще будет хардкор тогда. Даже сложно предположить, что произойдет с американским индексом, если это действительно на поверку окажется правдой. Ну и вот на фоне всего этого такие заголовки пошли, что Америка готовится к гражданской войне. Это следует из того, как пошел рост продажи огнестрельного оружия. То есть вот видите, график указывает на то, что пик продажи огнестрельного оружия. Ну а если больше покупает стволов, стволы рано или поздно начинают стрелять. Никуда от этого, к сожалению, не деться. Ну и по сути текущее движение цен на золото, которое мы наблюдали, вот этот вот скачок, сначала сильный рост, а потом сейчас последовавший откат, скорее всего это является предвестником того, что запустилась инфляционная гонка, то есть количество денег, которое вбрасывается, оно будет увеличиваться как со стороны американского ФРС, так и со стороны других центробанков. И в ближайшем будущем, не месяц, два, три, а более отдаленное, мы можем увидеть значительный рост инфляции, который перейдет сначала в галопирующую инфляцию, а потом в гиперинфляцию. Вот. Это вполне естественно. То есть сейчас тут никаких, в общем-то, изысков нету. Сейчас возникли кризисы неплатежей. То есть нужны наличные
доллары, евро и так далее. Решили этот вопрос очень просто. Сказали, мы вот дадим дополнительную денежную массу для того, чтобы дыры заткнуть. Окей, дыры заткнули. Потом это потребует дополнительных ходов или ситуации каким-либо иным способом разрешится, и эта денежная масса, она начнет постепенно выходить наружу. Вот, соответственно, избыток денег, он породит инфляцию. А единственный способ борьбы с инфляцией, наиболее эффективный, это поднятие ставок. А поднятие ставок, оно приведет вообще к сложению экономики. Так что здесь, я думаю, будет все очень, очень драматично в этом году, ну или в начале следующего года. Так, ну давайте посмотрим, что у нас с рынками, что здесь мы можем наблюдать. Нефть начинает потихонечку отскакивать, отрастать. Фьючерсно-американский индекс тоже растет. Китай в районе нуля болтается ни туда, ни сюда. Ну а Япония с слегонца корректируется, идет вниз. Так, что касается других активов. Золото немножко отрастает. Палладий тоже отскакивает. Так, ну и природный газ тоже немножко идет наверх. Так, давайте посмотрим графики. Ну, китайский фондовый рынок находится в консолидации. Здесь пока вот он удерживается, не пробивает 3630, все более или менее нормально. По американскому фьючерсу идет попытка роста. Посмотрим, она успешно, не успешно завершится. То есть, ну, по логике вещей, если в 15:30 выйдут негативные данные по рынку труда США, по росту безработицы, наверное, все-таки будет сегодня очень волатильный день. Так, ну вот индекс доллара, он вот эту попытку роста пока ее не разворачивает. То есть, видите, вот он не может пробить. Здесь есть у него уровень 99,8. Вот он в районе этого уровня топчется. То есть, по идее, он здесь может развернуться и вернуться к нижней границе вот этой проторговки 98,3. И это должно вызвать позитивный эффект для евро и других валют. Ну и по сути по часовику здесь наиболее вероятный сценарий это движение вниз, первая цель 99,15 вот сюда вот. То есть если дальше начинает расти объем, он пробивает 98, 98, 99,17 диапазон и идет на отработку цели 98,55 и 98,27. То есть эта ситуация, она, конечно, была бы достаточно хороша для евро. Ну и на самом деле вероятность развития такого сценария, она сейчас достаточно высока. Альтернатива это пробой 100,1 и, соответственно, уход на 100,87. Вот. Но пока, я думаю, вероятность такого сценария, она меньше, чем то, что мы продолжим движение вниз и будем наблюдать укрепление евро к доллару. Так, ну и по нефти. Вот сходили, все-таки 25,3 пробили, но недолго ниже этого значения проторговались. После этого пошел отскок. Ну и сейчас, соответственно, у нас цель движения по нефти 27,3, 27,39. Вот пробитие данного уровня, следующая цель движения, которая будет синициирована, это район 29,5. Вот, ну, пока, честно скажу, у меня таких особо оптимистичных ожиданий нету по нефти. С учетом заявленного избытка нефти на начало апреля, очень большого избытка. И здесь как бы вполне как раз логично, что ее будут как-то пытаться вот в этом диапазоне удерживать. То есть вверх она не может пойти, сейчас нету оснований. Если только какие-то новости выйдут, там, не знаю, Иран начали бомбить. Или там в Саудовской Аравии там половина заводов закрылась на профилактику. В силу того, что там возникла китайская зараза внезапно. Вот. Пока здесь больше мне видится вот диапазон движения 27,4, 25. Вот здесь вот. Ну, из-за того, что спрос на нефть особо не растет, вот отсюда напрашивается отбой вниз, а где-то вот здесь, в районе 25, ну, может быть, 23,5, будут начинать активно выкупать.
Вот, я думаю, вот эту ситуацию будут удерживать. Вот, и если, конечно, не будет какого-то трэша, то, может быть, мы не увидим даже пробитие вот этих лоев и уход на 18,5 и 15 долларов за баррель Brent. Такое тоже может быть. Но тем не менее, то есть тут на вес избыток нефти, который имеет место быть уже, и с учетом того, что добыча, она, в общем-то, продолжается сверх того, что может быть потреблено, то, в принципе, в любой момент можно ожидать, что будет резкое движение вниз, пробой лоя и уход на 18,5-15. То есть такой сценарий здесь он вполне логичен. Тем более, если мы посмотрим динамику движения цены на нефть, здесь как только возникает снижение, сразу идет рост объема. То есть это явно медвежий рынок. И то, что мы сейчас наблюдаем в текущей ситуации, это больше похоже на отскок дохлой кошки. Ну или какую-то проторговку в диапазоне, который искусственно сдерживают. Пока искусственно сдерживают. Ну, поэтому я считаю, что это будет чудо, если пробьет 27,3, 27,4 и пойдет на 29,3, 29, 25, 29,3. То есть такая вероятность, конечно, есть, но что-то мне как-то в нее не особо верится. Скорее вот отбой от этого уровня и дальше колебания вот в этом диапазоне в лучшем случае.